Марианская впадина — самое глубокое место на планете, почти 11 тысяч метров вниз, в мир вечной темноты, чудовищного давления, способного раздавить человека в мгновение, и существ, будто вышедших из научной фантастики. Долгое время эта пропасть оставалась скрытой тайной под толщей океанских вод, но ситуация изменилась. Теперь одна страна — Китай — стремится установить полный контроль над этими глубинами, и далеко не ради науки. Пекин развернул целые флотилии автономных подводных аппаратов, строит глубоководные базы и методично присваивает все, что покоится на дне. За последние 5 лет государство вложило более 62 миллиардов долларов в морские исследования, больше, чем все остальные державы вместе взятые. Создано 14 новых исследовательских институтов, нанято свыше 1200 ведущих океанологов и инженеров, запущено 49 глубоководных миссий. Новый центр абиссальных исследований в Циндао, занимающий территорию 250 гектаров, оснащен суперкомпьютерами, способными моделировать океан в реальном времени. Корпорация CSIC построила специализированные верфи для сборки глубоководных систем. Каждый месяц спускается по одному автономному подводному роботу. В Шанхае заработала крупнейшая лаборатория подводной робототехники, где трудятся около 900 инженеров. А Пекинский университет открыл уникальную образовательную программу, ежегодно выпускающую до 550 специалистов нового поколения. Пока Соединенные Штаты Америки сокращают финансирование научных экспедиций, Китай движется в бездны быстрее, напористее и агрессивнее, чем любая страна в истории. И то, что он обнаруживает в тьме, меняет все. Марианская впадина — гигантская подводная трещина в западной части Тихого океана восточнее Филиппин, вытянутая на 2600 километров при ширине около 70 километров. Если бы Эверест опустить в эту бездну, его вершина все равно находилась бы на 2 километра ниже уровня моря. Путь ко дну — это погружение через несколько биосфер, каждая из которых живет по собственным законам. На поверхности — знакомый мир кораллов, теплой воды и стай рыб. Температура достигает 28 градусов Цельсия. Солнечный свет проникает на 80 метров. Здесь обитают дельфины, акулы, скаты, тропические виды. Но уже на глубине около 200 метров начинается сумеречная зона. Свет почти исчезает, давление возрастает в 10 раз. В этих темнеющих слоях встречаются странные рыбы-змеи длиной с автобус, прозрачные медузы, светящиеся кальмары. Температура падает до 4 градусов Цельсия. Уровень кислорода — до 0,5 мг на литр. Именно здесь китайские аппараты впервые зафиксировали аномалии. Магнитные поля с силой до 2000 нанотесла, что превышает норму в 20 раз, и эти показатели не сходились с известными геологическими картами. На километровой глубине наступает абсолютная тьма, давление в 100 раз выше атмосферного. Здесь живут гигантские кальмары с глазами размером с футбольный мяч, рыбы-удильщики и медузы-шары. Некоторые существа способны проглатывать жертву, превосходящую их собственные размеры. Именно в этой области аппараты начали регистрировать движение огромных объектов. Не хаотичное, а строго организованное. Некоторые достигали скорости до 3 км в час. Официальные заявления Китая сводили это к подводным оползням, но внутренние документы содержали описание четких траекторий. На глубине около 4000 метров начинается абиссальная зона с температурой в 2 градуса Цельсия. Морское дно покрыто древним илом, хранящим историю океана. Китайские буровые платформы извлекли осадок возрастом 50 миллионов лет, и в нем оказались живые микроорганизмы, питающиеся метаном и сероводородом
использующий неизвестный метаболический механизм и представляющий огромный интерес для медицины. На 6000 метров лежит ходальная зона, куда за всю историю добирались лишь считанные аппараты. Давление здесь равно весу 50 слонов на каждый квадратный сантиметр. Обитают здесь прозрачные амфиподы и прочие ракообразные, питающиеся морским снегом. Их клетки необычайно устойчивы к гигантским давлениям. На самом дне, почти на 11 тысяч метров, китайские аппараты нашли гигантские подземные полости, уходящие глубоко в земную кору на десятки километров. Некоторые пещеры достигают объема более 50 кубических километров, имеют разветвленную сеть туннелей и сводов. В этих пустотах температура достигает 400 градусов Цельсия, однако там обнаружены стабильные потоки газа, содержащего метан, сероводород и редкие гелиевые изокериевые изотопы. Сейсмодатчики зафиксировали регулярные вибрации с частотой 7,83 Гц, совпадающие с резонансом Шумана, что, по мнению ряда ученых, указывает на неизвестные геоэнергетические процессы или механизмы передачи энергии внутри планеты. Высказаны гипотезы, что эти полости могут быть древними геотермальными каналами, связанными с магматическими областями, либо частью некой огромной системы природных дыхательных клапанов Земли. Китайские зонды, оснащенные термостойкими камерами и спектрометрами, вошли в эти пещеры и обнаружили не только необычные геологические структуры, полированные поверхности, идеально круглые отверстия, ровные своды, но и признаки активной жизни. На раскаленных стенках растут колонии бактерий, способных существовать в экстремальной температуре и токсичной среде, использующих совершенно непонятный путь преобразования минеральных веществ. Если подтвердится их связь с магматическими процессами, это станет одним из крупнейших научных открытий в истории и, возможно, откроет доступ к новым источникам энергии и пониманию глубинных процессов планеты. Самое удивительное, структура этих пещер напоминает искусственные сооружения. Уровни, шахты и камеры выглядят так, будто их создавал разумный план. Внутри встречаются гигантские ксенофиофоры, одноклеточные существа размером до 20 сантиметров, живущие столетиями. Человеческие погружения сюда редки. Первым достиг дна в 1961 году Жак Пикар вместе с Доном Уолшем, позже, в 2012 году, Джеймс Кэмерон, с 2018 по 2023 год Виктор Весково. Все изменилось в 2020 году, когда Китай отправил экспедицию на аппарате Фэнду, построенном из нового титаново-сплавного материала и оснащенном автономными системами. Были созданы сферические капсулы, выдерживающие давление в 1100 атмосфер, внутри автономные системы искусственного интеллекта на квантовых чипах, охлажденных почти до абсолютного нуля. За 4 года Китай развернул 240 таких модулей по Тихому океану. Самый передовой робот — дракон глубин, весом 45 килограммов, способный поднимать 500 килограммов и бурить до 30 метров. Его сенсоры различают отдельные молекулы, а сама система может самовоспроизводиться, создавая копию за 72 часа. Существуют рои-сборщики, бурильщики, охотники и мимики. Последние маскируются под морских существ с помощью программируемой материи. Самый засекреченный проект — левиафаны. Аппараты размером с автобус, способные строить и размножаться. Один такой робот может создать целый флот за несколько недель. На дне находятся залежи метановых гидратов, энергии на 500 лет. Китайцы научились добывать их, разогревая зоны лазерами. Помимо этого, на дне огромные скопления редкоземельных металлов и полиметаллических конкреций. Китай строит подводную базу Тяньлун на глубине 2000 метров,
с ториевым реактором, системами жизнеобеспечения, гидропонными фермами и квантовой связью. Но под толщей осадков скрывается нечто куда опаснее. В 2024 году китайские роботы нашли кладбище радиоактивных бочек, более 50 тысяч контейнеров, расположенных ровной сеткой. Уровень радиации превышал норму в 15 тысяч раз, многие бочки разрушены. Ближайший сейсмический разлом активен, и модели показали, одно землетрясение разрушит 30 тысяч контейнеров сразу, выбросив радиоактивный материал в океан. Поднять их невозможно, при подъеме они взорвутся. Построить саркофаг — $1 триллион и 50% риска. Заражение уже начинается. В рыбе и водорослях обнаружены изотопы. Следующее землетрясение — лишь вопрос времени. Если оно произойдет, радиоактивные воды охватят весь океан, и человечество может навсегда потерять морские экосистемы. И, возможно, это лишь первая могила из множества, до сих пор скрытых в темноте, куда свет еще не проник. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.